Друзья, всем привет из Сейшел. Мы находимся на острове Маэ, а вы смотрите канал Big Trip Vlog. И несмотря на пасмурную погоду, мы продолжаем наше приключение. Всю ночь и утро шел дождь, но несмотря на это мы приехали к небольшому водопаду. Его название напишем здесь в плашке. Ну а сейчас будем платить за вход и смотреть водопад. Сейчас платим за вход к водопаду, стоимость 50 рупий, раньше было 25. Я говорю, так, что-то изменилось, мы видели видео, что было за 25 рупий. Он говорит, после ковида все поменялось. Сейчас идем по такому красивому лесу, еще немного капает дождь, возможно с листвы, возможно еще не закончился, бежит ручей. В целом идти нам крайне недолго, то есть это не какой-то там трекинг к водопаду, а просто 3-4 минуты должно быть, и мы доберемся. Может быть даже хорошо, что прошел с утра дождик, водопад будет мощный, большой, по крайней мере мы на это надеемся. Действительно, буквально 3-4 минуты, и вот мы уже у подножия водопада, небольшая группа людей там есть, сейчас поближе подойдем. Вода горная, поэтому она немного прохладная, но в жаркую погоду, думаю, освежится самое то. Около 3 метров глубина. И сегодня, поскольку дождь, такой мощный водопад, поэтому очень здорово, что мы сюда приехали именно в этот день. Отправляемся дальше. Пока мы возвращаемся обратно, хотелось бы добавить еще один факт об этом водопаде. Вернее, такую особенность его. То, что по воскресеньям здесь вход свободный, но приезжает очень много местных жителей. Поэтому бывает не протолкнуться. Поэтому решать вам: либо заплатить за вход 50 рупий, либо приехать сюда в воскресенье бесплатно, но отдыхать с большим количеством людей. Друзья, наконец-то мы добрались до нашей следующей точки. Ехали мы через дождь, хочется сказать, почти и снег, но снега не было, но был сильный дождь, поэтому приходилось пережидать. Все промокли, вот. И сейчас добрались до начала тропы к пляжу. Пляж называется Анс-Мажор. Здесь начинается его тропа. Примерно 1,5 часа идти. Тропа к пляжу должна быть несложной. Никуда забираться, надеюсь, нам не придется. Но примерно 1,5 часа прогуляемся, полюбуемся видами. Там скалы огромные. Сейчас, конечно, немного мокро здесь, потому что, как я уже говорил, шел сильный дождь. Но зато не жарко, не печет, поэтому весьма комфортно. Встречаются вот такие указатели. 1,5 километра нам, видимо, идти. Все-таки наверх приходится подниматься по таким гранитным камням, валунам. Вот сейчас мы практически на вершине. Справа открывается чудесный вид на океан. Как мы видим, здесь идут какие-то даже ремонтные работы. Строят, возможно, мост. Вот, похоже, неспешным темпом мы 500 метров преодолели, еще километр впереди. В основном идем по таким камням, немножко вниз, немножко вверх, любуемся океаном по правую руку. Вообще тропка мне это нравится. Здесь пейзажи красивые, природа, и не нужно никуда особо подниматься, поэтому я думаю, дойдя до пляжа, вы получите 2 в 1. И природную тропу красивую, чтобы прогуляться, и пляж красивый, но это нам еще предстоит увидеть. Здесь прям такое подобие пещеры, такой скальный навес. Осталась треть дистанции. Судя по всему, мы пока идем с опережением времени. С одной стороны, хорошо, что прошел небольшой дождик, что солнышка нет, не жарко, но с другой стороны, получаются не такие солнечные кадры. Надеюсь, когда мы доберемся до пляжа, оно немножко выглянет и удастся поснимать. Натолкнулись на такую интересную пальму с такими плодами красно-зелеными, интересные ягоды. Мы видели, как птицы даже садятся и едят их. Немного похоже на кофе, но, конечно же, это не кофе. Если кто-нибудь знает, как называются эти плоды, напишите нам. Вот так выглядит ветвь. Буквально
буквально прошли 100 метров после последнего указателя и увидели такую небольшую беседку очень красивую, где открывается вид на пляж Анс-Мажор. Такая обзорная точка здесь. Жалко, сейчас солнышка нет совсем, поэтому немножко пасмурно. А так, красивый пляж, утопает он в зелени, в тропическом лесе. Только мы хотели поснимать кадры с дрона, потом пойти уже вниз к пляжу, но начался опять дождь, поэтому сейчас сидим, грызем орешки. И на самом деле даже не знаем, что делать дальше. Ну, то есть сидеть, дожидаться, когда пройдет дождь, и мы сможем полетать на дроне, либо уже идти к пляжу и там искупаться хотя бы. Но времени у нас немного, скоро начнет темнеть, поэтому придется уже спускаться к пляжу, немножко посмотреть его и идти обратно. Пробираемся мы сквозь мокрые камни, сквозь корни деревьев. То вверх, то вниз забираемся. Немного капает сверху, но скоро должны уже прийти. Ну что, дождик вроде прекратился, и вид шикарный. Сейчас мы как раз находимся на этих камнях, которые делят этот пляж Анс-Мажор пополам практически. Вот левая часть и вот небольшой закуток правой части. Мы сейчас его прошли. Справа чуть поменьше такая бухточка. Ну а левая часть, сами видите, около 200 метров. Длина этого пляжа. Очень красивый, но путь сюда непростой. Пляж очень красивый, необычного цвета вода, но все равно присутствует какое-то расстройство, потому что мне, конечно, хотелось этот пляж увидеть в солнечном цвете, чтобы прям все эти краски такие были разноцветные. Но, тем не менее, мы рекомендуем вам сюда прийти, потому что это необыкновенная красота. Здесь есть, ребят, даже услуга такси, водное такси, то есть сюда можно приплыть на катере и чтобы обратно вас тоже отвезли. Не знаю, сколько это стоит, наверняка очень дорого. Вот такое вот желтое такси. На самом деле, хочется сказать, что тропка сюда ведет нормальная, то есть не очень сложная. И прогуляться до этого пляжа, который находится на северо-западе, это такая крайняя практически точка острова Майя. В общем, всем рекомендуем сюда прогуляться. Потому что вы получаете и прогулку, получаете и пляж шикарный. Но если вам, конечно, повезет с погодой. У нас сейчас очень облачно. Хорошо, что не идет дождь хотя бы. Сейчас будем купаться наконец-то. Опять начался дождь, но уже отступать некуда. Раз мы сюда пришли, нужно окунуться. Надеваем аквабокс и вперед. Начался очень сильный дождь. Сейчас мы спрятались здесь в камнях, в ветвях. Поэтому получился такой немного дождливый выпуск. Кстати, я когда поплавал, увидел здесь много различных таких камней, рифов. Там, говорят, можно отлично поснорклить, посмотреть рыбок. Сегодняшний закат мы решили встретить на пляже Sunset Beach. Он тоже входит в топ самых интересных пляжей острова, поэтому пойдемте. Очень красивый пляж, такие виды вдохновляют. Вокруг огромные пальмы, листва, красивая водичка, прозрачная и чистая. И все это в окружении больших валунов. Попробуем залезть на эту пальму. Я, конечно, не уверена, что получится, потому что она достаточно высокая и уход такой неудобный. Но... Нет, не получится высоко залезть. Нужна хотя бы веревка, чтобы ловить пальму, и удобно залезать. А мне нет. Водичка здесь немного прохладнее, но очень удобное дно. Песочек такой, знаете, более крупный, приятный. Очень здорово. И вход не такой пологий. То есть проходишь метров 15, и тебе уже достаточно глубоко.
Солнышко уже садится, ну а нам нужно ехать обратно, нам порядка 20 километров, возвращаться по горному серпантину. Надо признать, что это еще то удовольствие, тем более на скутере. Поэтому, если будете на скутере путешествовать, будьте аккуратнее. Ну а на этом выпуск заканчиваем. Увидимся совсем скоро, ребята, не переключайте. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все, друзья, всем пока, хороших приключений.